Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у нас будет влог. Такой понятный влог на русском языке. И мы с вами отправимся в небольшое путешествие. Но не просто путешествие, а велопутешествие. Потому что я поеду... Я отправлюсь или я поеду в это путешествие на велике, на велосипеде. Вот здесь находится мой велик. И мы с вами поедем мы находимся сейчас в Сербии, и мы поедем из города Нови Сад в город, в поселок Старые Леденцы. По-моему, так называется, да, если я ничего не перепутал. К сожалению, у меня нет специальных сумок для велосипеда, поэтому я просто прикрепил рюкзак на багажник. Вот это багажник велосипеда, я прикрепил сюда просто рюкзак. А на руль, вот это руль, на руль я прикрепил камеру. Я буду ехать, периодически показывать вам все, что происходит впереди, вот с этой камеры, и периодически я буду останавливаться и какие-то интересные места показывать вам с помощью этой камеры. Первая достопримечательность, которую мы видим, это мост. Он называется Мост Свободы. Мост Свободы. Как видите, конструктивно этот мост называется вантовым мостом. Вантовый мост. Потому что его конструкция предполагает использование вант. Вот таких металлических канатов, которые помогают мосту держаться. И это мост через реку Дунай, друзья. Вот она, огромная река Дунай. Кстати, наш пункт назначения, поселок Старые Леденцы, находится, простите за мое сербское произношение, и иногда я могу делать ошибки в ударениях, потому что в сербском, как и в русском, практически нет правил насчет ударения. Так вот, вот там где-то находится поселок, куда мы едем. Там находятся развалины средневекового монастыря. И это наш пункт назначения. Я спустился с моста, и передо мной парк. Этот парк называется Каменички парк. Вот, можете посмотреть. Дело в том, что после этого парка, я так понимаю, что это лесопарк. После этого лесопарка начнется поселок или городок, который называется Сремска Каменица. Мы с вами его обязательно посмотрим. Там есть несколько интересных достопримечательностей. Очень красивый парк. Мне он уже нравится. Я только заехал в него, и мне уже нравится. Посмотрите, какие интересные стульчики, скамейки стоят. Очень красиво. Добрый день. Друзья, какой кайф, какой кайф после долгой жизни в мегаполисе наконец-то увидеть парк, такой большой, почти дикий парк. А здесь смотрите, какие красивые деревья.
Они похожи на сосны. Я сначала думал, что это сосны, но это не сосны. Это лиственницы. Да, это лиственницы. Хотя нет, вот эти ближайшие лиственницы, а дальше идут сосны. В общем, и лиственницы, и сосны. Очень красивые деревья. Я хочу проехать по той тропинке чуть-чуть. Давайте попробуем, что там будет дальше. Так. Хе-хе. Обалдеть. Запах хвои. Запах хвои. Давайте я вам покажу, что такое хвоя. Я надеюсь, что меня нормально слышно. Вот, друзья, вот это хвоя. Хвоя. Это, скажем так, листья сосны, да, сосны или ели. Это хвоя. И хвоя, ну, сейчас она пахнет сыростью, потому что был дождь. Но вообще хвоя имеет потрясающий аромат, какие-то эфирные масла. И запах хвойного леса — это ни с чем не сравнимое удовольствие. Фу, я ехал в горку и приехал к лестнице. Кажется, дальше я ехать не смогу. Придется идти пешком. Так что берем велик в руки и идем. Я считаю, что это честно. Велик везет меня, а я теперь несу велик. Он меня везет, я его несу. Он меня везет, я его несу. Честно, правда? Фу. Ура, там улица. Я вижу там улицу. Там можно будет ехать. О. Фу, я устал. Я нахожусь в центре Сремской каменицы, так бы мы сказали это по-русски, в центре Сремской каменицы. И сейчас я вам хочу показать, друзья, одну достопримечательность. На самом деле их здесь даже две. Здесь кафе, люди сидят, пьют кофе, общаются. Так, и где-то здесь недалеко должен быть дом. Дом, в котором жил и в котором умер великий, известный сербский поэт и доктор Йован Йованович Змай. Змай, как в русском змей, это что-то типа дракона. Так, но мне нужна помощь карты, чтобы найти этот дом. Так, сейчас мы отойдем отсюда. Извините, а где се налази Змаев музей? Žuta kuća. Ага. Хвала вам пуно. Желтый дом. Карта мне не помогла. Карта говорила, что он там сзади, а он там спереди. Вот. Совсем близко. Совсем близко. Мы его с вами прошли. Žuta kuća. Желтый дом. Вот он и есть, друзья. Дом великого сербского поэта, доктора Йована Змая. Вот такой вот дом. Сейчас здесь находится музей. Ну, мы не будем здесь надолго останавливаться. Мы едем дальше. Но прямо в центре этого городка, я бы назвал его городок. Ой, я иду прямо по проезжей части. Прямо в центре, вот здесь, и находится его дом. Можно посмотреть на дом с этой стороны. Красивый дом. Красивый дом, но плохо, что видно. Наверное, туда можно зайти. О, там внутри вообще красиво.
Наверное, туда можно зайти. А давайте узнаем, можно ли туда зайти. Да, кажется, что музей закрыт. Но посмотрите, как здесь классно сделана плитка. Вот эта дорожка, да, вот это вот место. Это, по сути, просто кирпич. Я, честно говоря, первый раз вижу, чтобы вот так вот дорожку делали из кирпича. Обычно это специальная плитка для тротуара, тротуарная плитка, а здесь тротуар сделан просто из кирпича. Ну, выглядит, конечно, и ступени тоже сделаны из кирпича. Выглядит очень-очень-очень прикольно. Вот примерно так выглядит центральная площадь. Я надеюсь, конечно, что это центральная площадь, что я не ошибаюсь. Посмотрите, какие кайфовые, абсолютно невероятные, старые, не отреставрированные дома. Просто обалдеть. С одной стороны, жалко, что дома не отреставрированы. С другой стороны, ты можешь посмотреть, что находится и сверху, и что находится внутри. Потому что видны вот эти... Посмотрите, там наверху дерево, которое обито соломой. Дерево с соломой. Вот там вот деревяшка, солома, и сверху, видимо, делали штукатурку из глины. То есть интересно, как это все было построено. Ты как будто видишь... можно даже заглянуть вовнутрь. Ты как будто видишь целую историю. Просто история у тебя под руками. А сейчас здесь, кстати, магазин. Роштель Палермо. Палермо, друзья! Я как будто и не уезжал из Буэнос-Айреса. Хе-хе. Посмотрите, какой красивый вид. Добрый день. Добрый день. Какой красивый вид. И вот туда мы с вами едем. Интересно, что здесь в центре находится католическая церковь. И совсем рядом, чуть-чуть вниз с горы, будет православная церковь. Ее мы сейчас тоже посмотрим. А вот и православный храм Рождения Пресвятой Богородицы. Очень красивая православная церковь, которая была построена, друзья, в 18 веке. 18 век. Ого! А это вот памятник, на котором написано, я даже не знаю, наверное, это церковнославянский язык, но что-то я могу здесь понять. Здесь написано «здесь почи», то есть отдыхает и покоится, да, покоится, здесь покоится верный раб Божий. И дальше, видимо, написано, кто именно. Вот, в общем, с трудом, но можно понять, что написано на этом камне. Безумно красивое место, друзья. Здесь чувствуется такой покой, умиротворение. Вот, умиротворение. Вообще, когда я задумывался об этом небольшом путешествии, у меня в голове была одна мысль. Мне хочется, чтобы это небольшое путешествие было таким, ну, как я сказал уже, спокойным, и чтобы оно немножко принесло мир, спокойствие, какую-то гармонию в мою текущую жизнь, потому что, ну, последние годы наполнены огромным количеством событий, и тяжелых, и неприятных событий, и постоянных вызовов, на которые нужно реагировать. Поэтому вот это путешествие мне бы хотелось, чтобы было таким островком тишины и
чего-то, не знаю, может быть, духовного. Что ж, друзья, после того, как мы наполнились благодатью этого чудесного места, мы продолжаем наш путь. И путь наш идет как раз вдоль Дуная. Вот если вам видно, там течет Дунай, там протекает Дунай в сторону Хорватии. Ну, вернее, он течет из Хорватии сюда, но все равно. И мы сейчас как раз направляемся в сторону Хорватии. Не знаю, километров 5, может быть 6 нам осталось еще ехать вдоль Дуная. Вернее, нет, 3-4 километра вдоль Дуная и потом 3 или 4 километра примерно в сторону горы, в сторону Фрушки, которая находится вот там. И там будет наш финальный пункт назначения, поселок Старые Леденцы или Старые Леденцы. Туда мы и едем, там нас ждут еще разные интересные места. С приключением-то. Друзья, может быть, это ответ на вопрос, почему поселок называется Каменица, от слова камень. Потому что здесь добывают камень, ну, здесь его не добывают, здесь его перерабатывают или еще что-то делают. Но я читал, что здесь недалеко добывали камень. Может быть, и добывают до сих пор. Если вы знаете, напишите в комментариях. Мы находимся в поселке Леденцы, и одна из достопримечательностей здесь, первая, которую я вижу, это источник воды, вот, да, Святой Прасковьи, или здесь она называется Света Петка. Петка, да? Да, Света Петка Параскева. Угу. Света Петка Параскева. Это вообще греческое имя. Мою бабушку, мою прабабушку звали Прасковья. И, в общем-то, я хочу здесь набрать воды, потому что моя вода почти закончилась, а эту воду можно пить. Этот мужчина рассказал мне про другую церковь, которая находится выше, в поселке Старые Леденцы. Мы туда поедем. Это церковь Святого Николая, куда ходили помолиться рыбаки. Перед тем, как пойти, наверное, на рыбалку, они шли в церковь и молились святому Николе или святому Николаю, который является покровителем путешественников, моряков, ну, в том числе и рыболовов. Вот здесь находится родник, и можно пить воду. Прохладная, вкусная вода. И здесь же находится икона Света Петка, такая вот покровительница этого колодца. Друзья, посмотрите, какая красота. Просто красота. Там вот такие горы, ну или холмы, наверное, лучше сказать. Но для меня это горы. Вот. Очень красивые холмы, везде зелень, аккуратненькие, небольшие частные домики. В общем, супер, просто супер. Мне очень-очень здесь нравится. И этот поселок называется Леденцы.
Или он называется Новые Леденцы, ну, по-сербски Новые Леденцы. Есть еще поселок Старые Леденцы, и он находится дальше, и туда мы сейчас едем. Это финальная точка нашего маршрута. Почему есть два поселка? Изначально поселок Леденцы находился там, выше, в горах. Но после Второй мировой войны немцы полностью сожгли весь поселок, и этот поселок начали заново строить здесь, ближе к реке, ближе к Дунаю. Но многие люди остались жить там, в старых леденицах. И мы сейчас туда едем, чтобы посмотреть две церкви. Одну средневековую, ну, то, что от нее осталось, руины, и церковь Николая, святого Николая, про которую нам говорил мужчина у источника. Фух, тяжело ехать в горку. Я поднялся в одну гору, но я чувствую, что впереди будут еще подъемы, потому что мне еще 2 километра, может быть 3 километра ехать, и будут еще подъемы. Но как же здесь красиво, боже мой, как здесь красиво. Старые Леденцы! Мы заехали уже в Старые Леденцы, но церковь находится, конечно же, в самом конце поселка, в самом конце. Поэтому нужно еще ехать дальше. Фух. И все равно мы едем в горку. Поэтому ехать тяжело, но ничего. Осталось уже совсем немного. И вот так вот выглядят здесь домики. Такие вот красивые домики рядом с горой. Очень-очень красиво. Ой, собаки. Кажется, меня сейчас сожрут. Фух, последний подъем, и я уже вижу церковь Святого Николая, друзья. Вот она. Вот она. Уже совсем рядом. Ура! Фух, тяжело подниматься все время в горку, но я это сделал. И вот она, церковь Святого Николая. Написано, что она была построена в 1829 году, то есть 200 лет назад, 200 с небольшим лет назад она была построена. И вот он сам, Святой Николай, покровитель путешественников, мореплавателей, ну и рыбаков тоже. И как говорил нам мужчина, что рыбаки приходили сюда, чтобы помолиться, получить благословение от Святого Николая, и затем они шли на реку, шли рыбачить. Такая вот интересная история. Потрясающе, друзья, очень красиво. Наконец-то я сюда добрался, и просто потрясающее место. Я в этом небольшом путешествии, знаете, ловлю себя на мысли, что также путешествовали и путешествуют паломники, люди, которые, ну, по традиции христианской, по крайней мере православной, я знаю, в России такое было, люди просто путешествовали из одного монастыря в другой монастырь, они жили в этом монастыре, помогали монахам, те кормили их, они совершали там какие-то ритуалы, молились. В общем, такая жизнь была у людей. Какую-то часть времени, какую-то часть своей жизни они проводили именно в таких вот путешествиях, в таких паломничествах. И вот я сейчас поймал очень-очень какое-то схожее ощущение, потому что в этом путешествии я проехал уже несколько церквей,
И не знаю, это очень интересное ощущение, когда ты видишь разные церкви, ты можешь зайти, посмотреть, почувствовать что-то. Не знаю, у меня слишком мало слов, чтобы это описать. Давайте попробуем зайти внутрь. Ух, какая горка! Нет, 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 без шансов. Здесь я иду пешком. Фух, я сделал это, друзья. Я заехал в эту гору. И я сразу же, когда я еще заезжал в гору, я увидел, что здесь люди празднуют, не знаю, может быть, свадьбу, может быть, сербский праздник Слава, может быть, празднуют Славу, может быть, еще что-то, но там огромное застолье. Застолье — это когда за столом сидят люди, много людей и празднуют что-то. Это застолье. Да, например, застолье, новогоднее застолье, да, то есть праздничный стол. И вот мы здесь оказались с вами, друзья, в месте, где находится монастырь Савинац 13 века. 13 век, друзья. Здравствуйте. Вы сказали праздник, да, сегодня какой-то, я услышал, Да, нет? принесение мощей. Принесение мощей. То есть поэтому люди, наверное, да, и празднуют. Престольный, да, у них престольный праздник. Сегодня владыка должен был. Все понятно. Ясно. Спасибо большое за информацию.
Удивительно, но я оказался здесь не единственным русским, и женщина мне объяснила, что сегодня, оказывается, церковный праздник. Я попал сюда в церковный праздник. И вот это застолье, которое мы видели, это было как раз застолье в честь праздника. Давайте зайдем внутрь этого монастыря и посмотрим, что там. Вот это, да, Сава сербский. Это который, в честь которого и река названа, который, да, монастырь, да. Савинац, да, тоже, да. Потому что Сава. Ага. Понятно, вот он, святой Сава. Удивительное место, конечно. Даже здесь крещение было одного парня. Да? Да. Он был казах и принял. Единственный в семье стал 21 год, совершеннолетний, сам первый из семьи пришел в православие. Казах. Да. Ничего себе. Да. Такой вот прям Когда мы были? в феврале, холодно, он стоит раздетый весь. Вот здесь да, прям. вот мы на этом месте решили, да, Лазарем назвали. Лазарь. Да. Да. Все, уже Лазарь стал. Ничего Он себе. в Вене живет. Да. Ну, здесь это сербская православная церковь, Да, соответственно, да, да? да, То есть да. он... Это сербская, да. Ага. Это же матушка Теодора. Вот. Вы ее видели? Нет. А вот это ж она восстанавливает здесь все. Вот это вот все место, да? Настоятельница, да. Ей дали ее батюшка сербский благословил. Ага. Вот она ж там все вот это руководила. Я просто только что приехал, и вы еще только даже... что Она Да, просто да, всех да, да. батюшек позвала, она Они нашла пошли тоже туда особо. где-то. Она как вначале все вместе сидели, Ага. а потом матушка пригласила всех батюшек. Она очень И такая монахов туда в мощная. свое, так сказать, но уже без нас. Ага. Там у них свое. Понятно. Да. Свои Она, дела. наверное, какая-то прозорливая. Мгм. потому Не что она тянется так- народ, она вообще, она только Да. так пальчиком. Да, не присела, показывает. между всеми рядами ходит, всех так это сама, как хозяйка не присела, всех угощает. Ну, столы сами видите, ну, Да. посмотри, как это просто. Конечно. Да, да. Она Ничего здесь себе. все руководила, все. Вау. А то у них называется слава. Это Слава, да? да. Я как раз, у меня было предположение одно, думаю, может быть, свадьба, думаю, но не похоже, А у может них, быть, говорят, именно Слава. похоже на свадьбу, кстати, вы правильно Да. подметили. Да. Ага. Да, У говорят, них тут просто это слава слава у них. как свадьба. Да. Вот и вот ребята пели на гармошке, там на аккордеоне. И это получается Слава, и вот в честь святого Да, как раз да, вот Савы, да? Перенесение мощей. Перенесение сегодня, мощей. Да. А что это значит перенесение мощей? В смысле, как-то вот, ну, я понимаю, что такое мощь, и понимаю, что такое перенесение, а перенесение мощей это... да. Ну, допустим, обрели и перенесли в какое-то другое место. Или с одного места перенесли в другое. А. И уже, Да. например, что-то основали там, допустим, и уже в честь вот этого святого там под спудом мощей его там что-то возводится. Ну, смотря тут. Мгм. Такое То есть всё когда-то может. перенесли мощи сюда, получается, В да? этот... Нет, Ну, не в этот сюда. день В этот перенесли. день. в этот день не просто. сюда, в этот день, да. Ничего себе. Ну, в Италии Ну, эти спасибо, тоже что не просветили. заведения. А вы откуда? Да я, ой, сложно сказать, так-то из Питера. Я так-то из Бреста, но живу А в я с Чехии. Украины. Она живет в Понятно. Австрии. Вот мы вот такой вот сборная, А, так сказать, у нас. Уже ясно. второй раз приехали сюда в Сербию с нашим батюшкой. Ну ладно. Ладно, пошли к нам. Да, очень Спасибо. приятно. Взаимно. Всего вам доброго. Вот так вот, друзья. В одном месте в сербском православном храме встретились русский молодой человек и две женщины. Одна из Белоруссии, другая из Украины. Да, удивительно, как некоторые места могут объединять людей. Что ж, на этом мое путешествие закончилось. Вернее, мое путешествие не закончилось, потому что я еду назад. Надеюсь, что за час я доеду. 2 часа 45 минут заняло все мое путешествие. Ну, с остановками, со съемками. Но назад я надеюсь доехать за час. Примерно за час. Но назад я надеюсь доехать за час. Конечно, нельзя просто так поехать назад. Нужно посмотреть, здесь же есть более короткий маршрут. Надо поехать по нему.
Да, но карта не показывает, что нужно здесь лезть в гору. Я уже почти дошел до вершины. Вот такой вот путь я проделал. Ехать невозможно. Я качу велик наверх, закатываю его наверх. Но посмотрите, какая прекрасная панорама. Какой шикарный вид. Вот здесь поселок Старые Леденцы. А вот там, не знаю, видно ли, идет Дунай. И вот в той стороне где-то находится Хорватия. Может быть, я даже вижу кусок Хорватии. В общем, привет, Хорватия. А я пошел в гору. Жесть. Конечно же, я заблудился. Я свернул не на ту тропу. И теперь я просто еду по лесу. Вот по такой вот грязи. Посмотрите. Просто лес, грязь. И я не знаю, я не могу здесь ехать на моем велосипеде, потому что мой велик не горный. У меня не подходящие шины. Вот, посмотрите на мои шины. Видите, они совершенно не подходят для грязи. Тем более для такой мокрой грязи. Ой, жопа. Приключения каждый день. О, боже. Так, да. Боже, к такому меня жизнь не готовила. К такому меня жизнь не готовила. К вертикальным спускам. Эх. Так, еще и мокро. Ой, велик, стой. Стой, велик. Фух. Ой-о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 й, как скользко-то, ёптель. Фух, блин. Черт побери. Скользко. Блин, как же здесь спуститься-то, а? Очень тяжело. Так, 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 так. Тормоза. Оп. Фух. Ладно. Вроде нормально. Куда теперь идти? Туда? Или туда? Ой, грязь. Грязь какая. Да уж. Так, а тут я как вообще проеду? Жопа. Давай. Давай, велосипед. Фух. Так. Что у нас тут? Нет. Не сюда. Сюда. Фух. Так, а сейчас куда? Наверх. Опять наверх. Наверх. Кто говорил, что путь назад будет быстрый? Я говорил, за час я доберусь. Уже прошло 40 минут. Птицы поют. Прошло 40 минут, а я до сих пор еще карабкаюсь по горам, чтобы выйти на правильную дорогу и оттуда уже по прямой доехать до моста. Потом пересечь мост, и там уже чуть-чуть, и я дома. Сердце колотится вот так. Я в крутую горку поднимал велосипед, вот там вот сейчас. Из того леса я вышел, и наконец-то вот дорога с асфальтом. Ой, все, сейчас я еду по этой дороге до моста, и потом окажусь дома. Это просто жесть, это просто жесть. Кайф! Блин, это просто охренеть! Сколько правды в глазах государственных шлюх!
А ты не дай им опять закатать рукава, ты не дай им опять закатать рукава суетливых ночей. Черные фары у соседних ворот, лейки, наручники, порванный рот. Сколько раз прокатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где Родина. Еду я на родину, пусть кричат уродина, она нам нравится, хоть и не красавица, к сволочи доверчива, она к нам тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Эй, начальник! Вот это просто чума!